Глава 2106. Вход в пруд. Вот как. Я бы посоветовал не недооценивать их. Человеческие и демонические расы не особенно заметны в царстве духов, но все их прошлые существа Великой стадии Вознесения были замечательными персонажами. Об этом свидетельствует тот факт, что они смогли противостоять всем прошлым вторжениям нашей святой расы. Кроме того, этот старый монстр из духовной расы определенно не является обычным существом Великой стадии Вознесения. Я всегда подозревала, что прошлые духовные монархи на самом деле были воплощены одним и тем же человеком, и есть даже шанс, что он каким-то образом связан с истинным бессмертным царством. В противном случае Великие стадии Вознесения, принадлежащие к такой второстепенной расе, не сможет получить фальшивую бессмертную марионетку, спокойным голосом проанализировала Баахуа. Мы рассмотрели все это, прежде чем принять окончательное решение. Независимо от того, какие козыри у этих рас в рукавах, они никак не смогут противостоять всей нашей расе. Если бы мы не беспокоились о привлечении внимания сверхдержав в царстве духов, мы бы уже высвободили всю нашу расу и полностью уничтожили оппозицию. Даже если в их рядах есть кто-то, кто каким-то образом связан с истинным бессмертным царством, это не имеет значения. У нашей священной расы также есть сторонники из высшего царства. Кроме того, законы высшего царства гласят, что если целое царство не находится под угрозой полного уничтожения, они не будут вмешиваться в дела низших царств, так что нам не о чем беспокоиться, небрежно ответил священный предок Юань-Янь. Раз уж ты так уверен в себе, просто притворись, будто я ничего не говорила. Однако, прежде чем прийти сюда, я посетила первоначальное запечатанное место. И хотя я только взглянула на него издалека, я могу сказать, что трещина в печати расширилась в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, когда я была одним из 3 патриархов. Кроме того, существа, выходящие из трещины, также стали намного могущественнее. Во время 2 сражений, свидетелем которых я была, 1 дьявольский лорд и более 10 дьявольских существ уровня пространственной закалки погибли вместе с тысячами обычных стражников, и это при том, что им помогали сотни марионеток и бесчисленное количество дьявольских тварей. Однако больше всего мое внимание привлекло то, что даос Нипана отсутствовал в этих 2 битвах. Вместо этого армией руководил клон Лю Цзи, сказала Баахуа. Выражение лица Юань-Янь немного изменилось, когда он услышал это. «Ты ничего не сделала клону Лю Цзи, не так ли?» Конечно, нет. Я больше не одна из 3 патриархов, но я все еще член нашей священной расы. Я бы не стала делать что-то столь безрассудное в первоначальном запечатанном месте ради своей личной вендетты. Похоже, что ты не лгал, когда говорил о том, насколько ужасной стала ситуация, равнодушно ответила Баахуа. Ты думаешь, я стал бы лгать тебе о чем-то подобном? Холодно хмыкнул в ответ молодой человек в черной мантии. Мне любопытно, ты не боишься, что эта штука внезапно проснется и использует свое тело, чтобы атаковать печать? Даже если печать будет на месте, клон Лю Цзи будет не более чем закуской для этой штуки, спросила Баахуа с холодной улыбкой. Услышав это, на лице молодого человека в черной мантии появилась кривая улыбка, и он ответил. Сейчас слишком поздно задавать этот вопрос. Тело этой твари уже пробудилось во 2-й раз 6000 лет назад, и сила, которую она отобразила, была гораздо более устрашающей, чем даже тогда, когда она проснулась в 1-й раз. Он снова пробудился 6000 лет назад? Это намного раньше, чем мы предсказывали, воскликнула Баахуа, когда в ее глазах появился намек на страх. В то время Лю Цзи и я сразу же бросились на место происшествия, получив известие о его пробуждении, но к тому времени, когда мы добрались туда, даос Нипан уже развязал свою 3-ю трансформацию нирваны, чтобы заставить это существо отступить. Однако Нипан также был тяжело ранен во время этой битвы, и он был вынужден отозвать всех своих клонов и войти в полуспящее состояние. Я отправила одного из своих клонов в запечатанный мир после той битвы и обнаружила, что эта штука также истощила все свои силы и тоже впала в спячку. Нипан повторил то, что вы сделали много лет назад, чтобы дать нашему священному царству передышку, поэтому клона Лю Цзи было достаточно, чтобы охранять печать в это время. В конце концов, все другие существа, атакующие печать, просто потомки этой твари, и даже самые могущественные из них сравнимы лишь со средними дьявольскими лордами. Однако в результате этого испытания печать ослабла еще больше, так что, скорее всего, в следующий раз она сможет проснуться еще раньше, священный предок Юань-Янь подтвердил с покорным выражением лица. 3-я трансформация нирваны Нипана позволяет ему на короткое время обрести силы, сравнимые с силами истинного духа, но он все еще был серьезно ранен этой тварью. Баахуа была ошеломлена, услышав это. В этом нет ничего удивительного. Ты думаешь, это предел истинной силы этой штуки? По мере того, как печать продолжает ослабевать, эта штука постепенно восстанавливает свои силы, и в следующий раз, когда она проснется, она, скорее всего, будет такой же мощной, как истинный бессмертный из высшего царства. Когда это время придет, мы никак не сможем помешать ему сломать печать. Как только он приведет всех своих потомков в наше святое царство, не будет места для нашей священной расы.
Эти существа не только обладают невероятными репродуктивными способностями, они могут напрямую пожирать всю духовную ци и дьявольскую ци, чтобы еще больше подпитывать свое воспроизводство. Бесчисленные миры уже были уничтожены ими. В противном случае истинное бессмертное царство не отправило бы посланника вниз в древние времена, чтобы запечатать их. К сожалению, по прошествии столь долгого времени печать начинает сниматься. Нам нужно создать новую территорию для нашей священной расы в царстве духов до того, как печать будет полностью сорвана. В избежании беспорядков и хаоса никто, кроме нас и священных предков, не знает об этом. Однако я не думаю, что мы сможем хранить это в секрете еще долго, мрачно сказал молодой человек в черной мантии. Я уже очень удивлена, что тебе удалось сохранить это в секрете так долго. Я уверена, что в нашем святом королевстве есть голоса несогласных, верно? Сказала Баахуа. Конечно, есть. Самые откровенные из них — это те ублюдки из дворца повелителя зверей, холодно фыркнул в ответ священный предок Юань-Янь. А, это довольно странно. Возможно, Непан сейчас впадает в спячку, но вы с Людзи тоже не совсем пустяки. Почему вы их еще не затоптали? С недоумением спросила Баахуа. Людзи и я, естественно, могли бы подавить сопротивление, если бы мы говорили только о некоторых нормальных священных предках, но Тяньци и Хэйянь входят в число священных предков, поддерживающих дворец повелителя зверей. Они занимают положение патриархов. Поэтому я уверен, что ты хорошо знаешь, как хлопотно с ними иметь дело, мрачно ответил молодой человек в черной мантии. Выражение лица Баахуа также помрачнело, когда она услышала эти два имени, и Юань-Янь больше ничего не сказал. Тем временем Хань Ли находился в пространстве радиусом около 50 километров, паря в воздухе над прудом диаметром около 1000 футов. На всем этом пространстве росли массивные деревья высотой в несколько тысяч футов. Все эти деревья были чрезвычайно пышными и испускали нити света всех цветов. Также внизу на земле росли бесчисленные неопознанные кусты, цветы и другие растения, и они также испускали слабый пятицветный свет. Вдобавок ко всему, по воздуху плыли бесчисленные шары пятицветного света размером с большой палец, заставляя Хань Ли чувствовать себя так, как будто он находится в бессмертном раю. Пруд под Хань Ли был совершенно спокоен, а вода в нем была слабого серебристого цвета. Вдобавок ко всему, он казался чрезвычайно плотным и вязким, с консистенцией, очень похожей на ртуть. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, когда он смотрел вниз на пруд, но внутренне он был крайне ошеломлен, так как чувствовал, что вода в пруду состоит исключительно из сжатой и жидкой духовной силы. Кроме того, в воде содержалось несколько таинственных типов энергии, которые он не мог идентифицировать. Скорее всего, именно они давали пруду очищения духа способность полностью преобразовывать тех, кто купался в нем. Таким образом, пруд очищения духа был найден с легкостью, но где были лотосы чистого духа? Хань Ли быстро окинул взглядом всю поверхность пруда, но на поверхности воды ничего не плавало. Могли ли они быть на дне пруда? Хань Ли пробормотал себе под нос, глядя глубоко в воду. Он уже пронес свое духовное чувство через весь пруд, но оно было отключено какой-то неизвестной энергией после достижения глубины около десятка футов. После короткой паузы в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, но даже своими духовными глазами он смог увидеть только чуть более 100 футов в глубину пруда, прежде чем его зрение было полностью закрыто огромным пространством белого света. Его брови слегка нахмурились, когда он увидел это, и он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить шар лазурного света, который приземлился перед ним. Это была очень реалистичная марионетка лазурного волка высотой около 10 футов, но явно не очень высокого уровня. Хань Ли указал пальцем на свою глобеллу, и появился шар белой ци, прежде чем образовалось бледное белое лицо с набором размытых черт лица, которые отражали черты лица Хань Ли. Лицо исчезло в теле гигантской волчьей марионетки в мгновение ока, после чего Хань Ли немедленно опустил рукав вниз к пруду внизу. Гигантский волк тут же выскочил по его велению, спустившись к пруду полосой лазурного света. После серии едва заметной ряби вода в пруду вернулась в свое первоначальное спокойное состояние. После этого Хань Ли сцепил руки за спиной и начал терпеливо ждать в воздухе. Глава 2107. Лотос чистого духа. После того, как он впрыснул этот пучок духовного чувства в марионетку, он смог ясно видеть все в пруду благодаря своей духовной связи с ней, и вода в пруду оказалась еще более вязкой, чем он предсказывал. После погружения на глубину около 30 футов с дна озера внезапно вырвался всплеск отталкивающей силы, а также огромная сжимающая сила пошла со всех сторон, из-за чего марионетке было чрезвычайно трудно спускаться дальше. После погружения примерно еще на 10 футов сила отталкивания и сжатия стала в несколько раз больше, и марионетка остановилась как вкопанная. В то же время из тела марионетки раздалась череда громких тресков и хлопков, указывая на то, что в любой момент она вот-вот превратится в месиво. Хань Ли провел частицей своего духовного чувства по окрестностям, но ничего не обнаружил, кроме воды в пруду.
Его брови слегка нахмурились, когда он стоял в воздухе над прудом, и гигантская волчья марионетка постепенно начала плыть по пруду на той же глубине по его приказу. Он двигался очень медленно, но размер пруда составлял всего 1000 футов, поэтому марионетка смогла прочесать его всего через 15 минут, но так и не обнаружила ничего. Хань Ли на мгновение остановился, прежде чем махнуть рукой в сторону пруда, и тут же появилась гигантская марионетка волка. В то же время из него вылетел шар белого света, прежде чем во вспышке исчезнуть в его теле. Хань Ли провел краткий осмотр марионетки, а затем убрал ее, убедившись, что с ней все в порядке. Конечно, он не собирался просто так сдаваться. Как только гигантская марионетка волка была убрана, он поднял руку, чтобы освободить браслет зверя черного духа. От браслета вспыхнул золотой свет, и из него вылетело более сотни огромных жуков. Это были никто иные, как его зрелые пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели. Затем Хань Ли немедленно наложил ручную печать, из его глобели вырвалась вспышка белого света, прежде чем разделиться на более чем 100 полупрозрачных белых нитей, каждая из которых с безошибочной точностью погрузилась в золотого жука. Все жуки вырвались вперед одновременно, бросившись в пруд шарами золотого света, прежде чем быстро нырнуть в его глубины. Пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели обладали практически несокрушимыми телами и невероятной силой, поэтому они определенно могли спускаться дальше, чем гигантская марионетка-волк. Всего несколько мгновений спустя пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели опустились на глубину около 80 футов, и только тогда они начали немного замедляться. Однако дна пруда по-прежнему не было видно. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он обнаружил это, и он начал размышлять об эффективности использования своих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Однако, как только пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели с трудом опустились на глубину около 100 футов, на его лице наконец появилось приподнятое выражение. На этой глубине наконец-то стал виден участок белого песка, и Хань Ли немедленно приказал своим пурпурно-полосатым золотым жукам-пожирателям разделиться и обыскать местность. Вскоре они обнаружили 7 цветков лотоса в 2 укромных уголках пруда. Каждый цветок был около фута высотой, а их стебли были прозрачными, как кристаллы. Также было бесчисленное количество полупрозрачных нитей, которые можно было увидеть по всему стеблю и по всему цветку. Среди 7 цветов 3 из них были цветочными бутонами размером с кулак, в то время как у 3 других раскрылось менее половины лепестков, и только один цветок был в полном расцвете. Все цветы лотоса, которые еще не распустились, были обычного желтого цвета, в то время как единственный распустившийся цветок был мясисто-красного цвета с узорами, напоминающими кровеносные сосуды и меридианы, проходящими по его поверхности, что создавало очень интригующее зрелище, которое можно было созерцать часами, погружаясь в глубины медитации. Хань Ли не только не был разочарован этим, он был в восторге. Было очень мало информации о пруде очищения духа и лотосе чистого духа, циркулирующих в царстве духов, но, видя, что он взял на себя такой огромный риск, отправившись в царство старших дьяволов, он, естественно, сделал все, что в его силах, чтобы собрать как можно больше данных. Не жалея сил, он собрал самую полную информацию, насколько это было возможно. Согласно информации, которую он получил, лотос чистого духа был чем-то, что могло родиться только в пруду очищения духа, и до того, как он полностью расцвел, он был бы не намного полезнее, чем обычное духовное лекарство. Однако, когда он действительно разовьется до полного расцвета, он сможет поддерживать это состояние в течение 1000 лет. Если никто не соберет его в это время, то он медленно превратится в чистую духовную ци, которая сольется с прудом очищения духа. После этого потребуется несколько тысяч лет, чтобы один из них снова расцвел. Таким образом, до входа в пруд очищения духа никто не мог гарантировать, что они определенно смогут встретить лотос чистого духа, который был в полном расцвете. Кроме того, из-за большого количества людей в их группе, даже если они столкнутся с одним или двумя полностью распустившимися цветками лотоса, каждый человек получит не более 2 или 3 цветочных лепестков. Однако теперь, когда все остальные мертвы, Хань Ли сможет забрать весь этот цветок лотоса себе. Он насильно подавил восторг в своем сердце, когда он приказал своим пурпурно-полосатым золотым жукам-пожирателям обыскать остальную часть пруда очищения духа, но они не нашли никаких других духовных лекарств, кроме этих лотосов чистого духа. В этом не было ничего удивительного, учитывая, что ужасающее давление пруда сделало бы невозможным выживание обычных духовных лекарств. Кроме того, духовная сила в пруду была слишком чистой по сравнению с силой внешнего мира. Поэтому если другие семена духовного лекарства упадут в пруд, они немедленно взорвутся. Как только эти мысли промелькнули в голове Хань Ли, пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели, которых он отправил в пруд, внезапно очень взволновались. Хань Ли поспешно отбросил эти блуждающие мысли и сразу же начал осматривать жуков своим духовным чутьем, после чего выражение его лица резко изменилось. Он быстро приказал одному из жуков выйти из пруда, и тот довольно неохотно подчинился. Как только жук вылетел из воды, Хань Ли стал внимательно его осматривать. На первый взгляд он ничем не отличался от других жуков, но его аура, похоже, претерпела определенные изменения. Он не был просто слабее или мощнее,
Это было больше похоже на фундаментальное изменение. Брови Хань Ли нахмурились, и ему внезапно пришла в голову мысль, когда в его глазах вспыхнул синий свет. В следующее мгновение на его лице появилось ошеломленное выражение. Своими призрачными глазами он смог обнаружить, что на золотой оболочке жука появились белые узоры, невидимые невооруженным глазом. Узоры были практически невидимы, но он был уверен, что его пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели ранее не имели такой особенности на теле. Имея это в виду, Хань Ли быстро махнул рукой в сторону браслета духовного зверя, который парил в воздухе, и еще один жук мгновенно появился, прежде чем послушно приземлиться на его ладонь. Он поднял этого пурпурно-полосатого золотого жука-пожирателя на уровень глаз, затем внимательно осмотрел его и обнаружил, что все было именно так, как он и подозревал, на панцире этого ж не было белых узоров. Было ясно, что это изменение произошло только после того, как пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели вошли в пруд очищения духа. Может быть, это пруд очищения духа повлиял и на пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей? Хань Ли немедленно призвал другого взрослого пурпурно-полосатого золотого жука-пожирателя, чтобы он вернулся к нему из пруда, и при внимательном рассмотрении он обнаружил, что у этого жука также были белые узоры на панцире. Таким образом, в этом больше не было никаких сомнений. Казалось, что пруд очищения духа был способен вызвать мутацию у этих зрелых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, и единственная оговорка заключалась в том, что он не знал, что повлечет за собой эта мутация. Вместо того, чтобы обрадоваться этому открытию и выпустить всех своих жуков, он слегка нахмурил брови и призвал всех оставшихся пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, что были в пруду, обратно к себе. Затем он спрятал их в браслет духовного зверя. Он знал, что пурпурно-полосатым золотым жукам-пожирателям удалось так быстро мутировать только потому, что они поглотили часть таинственной энергии пруда. Тем не менее, эта энергия была ключом к преобразованию его тела. Поэтому, прежде чем он получит шанс поглотить ее, он определенно не хотел, чтобы пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели забрали еще больше этой энергии. В противном случае, если ему не удастся трансформировать собственное тело из-за недостатка энергии, он будет сильно сожалеть о своем решении, даже если его пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели станут значительно сильнее после мутаций. В конце концов, самым важным для него было достичь стадии Великого Вознесения. Все остальное было второстепенным по сравнению с этим. Конечно, после того, как он претерпит свою трансформацию, он выпустит своих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей и позволит им поглощать энергию в пруду в свое удовольствие. Приняв эти решения, Хань Ли немедленно убрал браслет духовного зверя, затем взмахнул рукавом по воздуху, чтобы выпустить маленького золотого зверя во вспышке золотого света. Это был никто иной, как леопардовый зверь Кирин. Очень маловероятно, что кто-то еще войдет в это место, но в качестве меры предосторожности будь бдительна после того, как я войду в пруд, проинструктировал Хань Ли. «Я обязательно сделаю все, что в моих силах, мастер», — ответил леопардовый зверь Кирин нежным голосом маленькой девочки, прежде чем внезапно раствориться в воздухе. После этого из тела Хань Ли вспыхнул лазурный свет, и появилась бледно-зеленая гуманоидная фигура. Это была гуманоидная фигура с точно такой же внешностью, как у Хань Ли, и это было не что иное, как бессмертное духовное тело Зойси. Сразу после этого Хань Ли возложил руку на свою голову, и среди облака черной ци появилась черная зарождающаяся душа. Как только появилась вторая зарождающаяся душа, она полетела к духовному телу и мгновенно исчезла в нем по приказу Хань Ли. Затем духовное тело открыло глаза и слегка улыбнулось Хань Ли, прежде чем полететь к пышному лесу поблизости полосой зеленого света. После этого Хань Ли создал стопку пластин формации и флага формации, прежде чем разбросал их по всему пруду, мгновенно создав 3 глубоких временных формации, окруживших все это место. Глава 2108. Полная трансформация. Хань Ли не жалел усилий, чтобы принять меры предосторожности против любого потенциального заговора, который 2 дьявольских патриарха снаружи могли вынашивать против него. Несмотря на то, что леопардовый зверь Кирин, духовное тело и эти формирования никак не могли остановить пару дьявольских патриархов, а они могли выиграть ему немного времени, он не был бы застигнут врасплох. Как только тело Хань Ли соприкоснулось с серебряной водой в пруду, вокруг него возник барьер лазурного света, который с легкостью разделил воду. Таким образом, Хань Ли медленно спускался, в конце концов, полностью погрузился в пруд. По мере того, как он продолжал спускаться, давление в пруду начало быстро увеличиваться, в результате чего лазурный световой барьер слегка изгибался и деформировался. Однако, с силами Хань Ли, он, естественно, не обратил на это внимания, и в мгновение ока он уже достиг той части дна пруда, где находился полностью распустившийся лотос чистого духа. Он на мгновение осмотрел цветок лотоса внутри своего светового барьера, затем перевернул руку, чтобы достать полупрозрачную нефритовую коробку из своего браслета для хранения. Затем он глубоко вздохнул, прежде чем провести пальцем по направлению к цветку, и лазурная нить вырвалась из его пальца, как молния. Лазурная нить быстро обвелась вокруг стебля цветка,
а сам цветок мгновенно оторвался, прежде чем его подтолкнула вверх отталкивающая сила в пруду. Хань Ли был уже готов к этому. Он сунул нефритовую шкатулку к цветку лотоса, после чего крышка шкатулки была снята, выпустив вспышку золотого света, которая в мгновение ока погрузила цветок в шкатулку. Затем крышку заменили, и лотос чистого духа был получен. Хань Ли уже знал о способе потребления цветка и знал, что его нужно употреблять, пока он претерпевает трансформацию в пруду очищения духа. Таким образом, нефритовая шкатулка была убрана, после чего он сделал ручную печать, и бесчисленные золотые дуги молний вырвались из его тела среди грохочущего удара грома. Золотая молния мгновенно превратила его одежду в ничто, оставив его полностью обнаженным. Пропорции его тела были вполне обычными, но кожа была девственно-белого цвета и слабо блестела. Затем Хань Ли махнул рукой в сторону лазурного светового барьера вокруг него, и он немедленно исчез с глухим стуком, позволив воде Серебряного пруда мгновенно окутать его тело. В тот момент, когда вода соприкасалась с его кожей, потоки бурной духовной силы немедленно хлынули его меридианы через его поры, и она вливалась в его тело с такой яростью, что он сильно испугался. Он тут же успокоился, а затем изо всех сил начал циркулировать истинным искусством дьявольского происхождения по своим меридианам. С каждой завершенной трансформацией большая часть духовной силы, которая вливалась в его меридианы, превращалась в магическую силу. Несмотря на то, что этот метод улучшения базы культивирования был медленнее, чем поглощение энергии внутри этих двух таинственных бусин, он, тем не менее, был чрезвычайно быстрым. Если бы он мог продолжать это в течение 3 дней, то его база совершенствования действительно получила бы огромный импульс. Однако он знал, что этот быстрый темп развития магической силы был лишь второстепенным преимуществом купания в пруду очищения духа. Основное преимущество, которое он мог принести ему, заключалось в его способности полностью реконструировать его тело. Это было бы ключом к тому, сможет ли он перейти на стадию Великого Вознесения в будущем. В этот момент он уже чувствовал, как духовная сила быстро распространяется по всему его телу, и в его меридианах начало развиваться ощущение онемения. Его голая кожа, которая подвергалась воздействию воды в пруду, также стала очень болезненной, как будто он медленно сбрасывал кожу как часть эволюционного процесса. Хань Ли немедленно сел, скрестив ноги, на дне пруда, а затем медленно закрыл глаза. Время шло медленно, и по прошествии почти полдня на коже Хань Ли появилась серия порезов, но, как ни странно, не пролилось ни единой капли крови. Более того, таинственная энергия воды проникала в его кровь, плоть и кости, и все они претерпевали трансформацию, незаметную невооруженным глазом. Для среднего человека этот процесс был бы настолько болезненным, что он скорее умер бы, чем вынес его. Но физическое телосложение и сила воли Хань Ли были намного выше, чем у обычного человека, так что это было в пределах его допустимого диапазона. Через некоторое время Хань Ли внезапно открыл глаза, прежде чем щелкнуть запястьем, и перед ним сразу же появилась нефритовая коробка с лотосом чистого духа. Крышка коробки отлетела сама по себе, и появился цветок лотоса. Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая охватила лепесток цветка размером с ладонь, прежде чем втянуть его в рот. Затем он закрыл рот, и лепесток цветка немедленно растаял в сладкую и ароматную жидкость, которая с легкостью потекла по его горлу. Обжигающее ощущение вспыхнуло в его дантяне, а затем пронеслось по всем его меридианам, как серия огненных змей. Брови Хань Ли рефлекторно нахмурились, и неестественный румянец появился на его лице, прежде чем распространиться на все его тело всего за несколько вдохов. В следующее мгновение температура его тела резко поднялась в 1000 раз по сравнению с предыдущей, и поток обжигающей лавообразной энергии вырвался из его тела, а также хлынул в его разум. Он был застигнут врасплох, и его сознание тут же померкло. Целебный эффект всего лишь одного лепестка цветка выбил его из колеи. Всплеск обжигающей энергии продолжал сеять хаос в теле Хань Ли, а температура его тела все еще росла с поразительной скоростью. Издалека казалось, что все тело Хань Ли было подожжено. Через некоторое время даже вода в близлежащем пруду начала кипеть и пузыриться. По прошествии неопределенного времени Хань Ли наконец очнулся в состоянии агонии. К этому моменту температура его тела уже вернулась к норме, но он не мог не сделать резкий вдох, осматривая собственное тело. Он вырос более чем на фут выше, чем был раньше, и его разорванная кожа полностью сошла, обнажив слой новой серебристой кожи, которая корчилась, медленно обретая форму. Мучительная боль пронзала каждый дюйм его тела. Но когда он исследовал свое внутреннее состояние своим духовным чутьем, он был в восторге, обнаружив, что его кости стали заметно толще, и они начали приобретать пурпурно-золотистый цвет. Хань Ли быстро связался со второй зарождающейся душой за пределами пруда, после чего обнаружил, что был без сознания менее 4 часов. Это принесло ему большое облегчение, и он тут же съел еще один лепесток цветка. Через 2 дня и 2 ночи безмятежная зеркальная гладь Серебряного пруда вдруг начала сильно пениться, после чего в центре пруда возник водоворот диаметром около 10 футов. Вихрь начал испускать слабый серебряный свет, а также бесчисленные пурпурно-золотые руны.
В то же время земля вокруг пруда начала слегка дрожать, и бесчисленные шары пятицветного света появились из растений и почвы, прежде чем быстро сойтись, образуя пятицветное облако размером около акра. Более того, облако только продолжало расширяться, а также становилось все ярче и ярче. Взрыв громкого грохота раздался из воронки, как будто ужасный монстр сеял хаос в пруду. Внезапно из массивного облака вырвалась пятицветная молния, сопровождаемая взрывным раскатом грома, прежде чем с безошибочной точностью ударить в вихрь. Весь пруд сотрялся от сотрясающего землю грохота, и пурпурно-золотой столб света вырвался из вихря, рассеяв вспышку пятицветной молнии, прежде чем пронзить центр пятицветного облака. Массивное ослепительное облако быстро сжалось и начало терять свой блеск, а затем снова рассыпалось на бесчисленные шары света с глухим стуком. Пурпурно-золотистый столб света быстро угас, и в пруду воцарились тишина и покой. Серебряный вихрь в центре пруда тоже исчез, как будто ничего и не было. Много времени спустя вода в центре пруда снова начала бурлить, и перед тем, как приземлиться рядом с прудом, появилась гуманоидная фигура. Это был никто иной, как Ханли, который уже претерпел полную трансформацию. Черты его лица совершенно не изменились, но его кожа была прозрачной, как нефрит, и излучала едва заметный серебристый блеск. Он стал более чем на 2 фута выше, и его конечности также удлинились. Все его тело как будто стало шире и крепче, поражая чувством неподвижности. Ханли сделал несколько растяжек, прежде чем резко сжать руки в кулаки, и из его суставов тут же раздалась череда хрустов и хлопков. Затем он нанес небрежный удар по огромному камню у пруда, не вложив в удар никакой магической силы, так что он был наполнен ничем иным, как его новообретенной силой. Слабое жужжание раздалось из пространства вокруг его кулака, и воздух мгновенно устремился к нему, в результате чего пространство в радиусе более сотни футов сильно исказилось и расплылось. Раздался оглушительный грохот, и возле пруда внезапно образовалась воронка диаметром около 100 футов. Огромный камень в процессе превратился в пыль, и от него больше не осталось никаких следов. Ханли был в восторге, увидев это. Было бы совсем непримечательно, если бы он добился этого с помощью атаки, пропитанной его магической силой. Но было поистине удивительно, что он смог сделать это только с помощью своей физической силы. После этого Ханли щелкнул пальцем по серебряной воде в пруду очищения духа, и полоса ослепительного лазурного света немедленно вырвалась из кончика его пальца, прежде чем вспыхнуть на поверхности пруда. В следующее мгновение раздался оглушительный грохот, и из пруда вырвалась огромная волна высотой от 50 до 60 футов. Глава 2109. Пожирание. После того, как гигантская волна рухнула обратно, весь пруд разделился по центру, обнажив белое песчаное дно. Все это было достигнуто простым движением пальца. В следующее мгновение вода по обеим сторонам пруда сошлась к центру, чтобы снова скрыть дно пруда. Моя магическая сила значительно увеличилась. Но, что еще более важно, и мое духовное чутье, и зарождающаяся душа стали на треть мощнее, чем были изначально. Что касается других преимуществ, которые я получил, мне придется постепенно исследовать их в будущем, пробормотал Ханли с восторженной улыбкой, а затем внезапно издал долгий крик. Вокруг него немедленно вспыхнули пространственные колебания, и перед ним быстро появились золотая фигура и зеленый шар света. Естественно, это были не что иное, как леопардовый зверь Кирин и духовное тело. «Я уже завершил свою трансформацию, вы двое тоже можете пойти туда искупаться», проинструктировал Ханли. Леопардовый зверь Кирин была в восторге, услышав это, и поспешно поблагодарила Ханли, прежде чем погрузиться в пруд вместе с духовным телом. После этого Ханли выпустил девятикудрявый дух женьшеня и своих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Ханли также выпустил их в пруд. Наконец, он поднял руку, чтобы высвободить браслет духовного зверя, наполненный зрелыми пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями. Десятки тысяч жуков вырвались из браслета по приказу Ханли, но вместо того, чтобы лететь к пруду для очищения духа, они разделились на более чем 10 роев и вместо этого полетели к массивным деревьям и растениям в окрестностях. Большие участки растений были быстро съедены стаями жуков, и даже некоторые камни духа, лежавшие на поверхности земли, были съедены. Было впечатление, что как будто гигантский скребок прошелся по всей земле. Пышный пейзаж поблизости мгновенно превратился в бесплодную пустошь, и эти мрачные сцены быстро распространялись наружу со скоростью, заметной невооруженным глазом. Увидев это, на лице Ханли появилась слабая улыбка. Ранее он уже прочесывал это пространство своим духовным чутьем и обнаружил, что здесь нет драгоценных духовных лекарств. В этом пространстве либо не было драгоценных духовных лекарств с самого начала, либо они уже были забраны могущественными существами, которые были здесь до него. Тем не менее, невероятное изобилие духовной ци в этом пространстве сделало даже самые обычные деревья и растения намного старше и ценнее, чем некоторые из редких духовных лекарств в царстве духов.
У него был этот таинственный маленький пузырек, поэтому эти растения его не интересовали, но было бы расточительством оставить эти источники огромной духовной ци позади, поэтому он легко принял решение приказать своим пурпурно-полосатым золотым жукам-пожирателям поглотить их, чтобы увеличить свои силы. С его нынешним духовным чутьем он сможет контролировать всех. Пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, находящихся в его владении в течение значительного периода времени. Кроме того, все это пространство было всего менее сотни километров в размере, и с невероятной прожорливостью пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей им не потребовалось бы много времени, чтобы сожрать все здесь. В этот период времени Хань Ли перевернул руку, чтобы достать небольшой пурпурно-золотой пузырек, к которому был прикреплен ограничительный талисман. Он мягко выдохнул в сторону маленького флакона, и талисман мгновенно исчез. После этого Хань Ли снял крышку с флакона, прежде чем перевернуть его вверх дном, и из него сразу же раздался ясный крик. Вспыхнул золотой свет, и перед тем, как улететь в небо, появилась золотая огненная птица размером с кулак. Хань Ли был уже готов к этому и сделал хватательное движение одной рукой, выпустив взрыв невидимой силы, чтобы поймать огненную птицу. Птица взмахнула крыльями изо всех сил, но была насильственно задушена взрывом огромной силы, превратившись в золотую таблетку размером с большой палец, которая парила в воздухе. Поверхность золотой таблетки была испещрена замысловатыми узорами, и это было не что иное, как пилюля духовной пустоты. Хань Ли снова взял таблетку в руку в виде полосы золотого света, а затем начал оценивать ее с задумчивым выражением лица. В нефритовой табличке, которую он получил от Баахуа, не было указано, когда лучше всего принять таблетку после того, как он прошел трансформацию, но в целом, естественно, было бы лучше всего принять пилюлю такого рода как можно скорее, чтобы достичь цели наилучшего эффекта. Возможно, он не сможет очистить всю силу, заключенную в пилюле такого калибра, за короткое время, но польза от ее употребления сейчас намного перевешивает недостатки. Имея это в виду, Хань Ли немедленно бросил таблетку себе в рот, прежде чем проглотить ее без каких-либо колебаний. Сила таблетки мгновенно потекла по его меридианам в виде волн тепла. Несмотря на то, что эффект не был таким прямым и агрессивным, как у лепестков цветка, он поразил Хань Ли очень теплым и комфортным ощущением. Это очень воодушевило его, и еще больше укрепило его уверенность в том, что пилюля духовной пустоты действительно чрезвычайно полезна для него в его нынешней ситуации. Таким образом, он сразу же сел, скрестив ноги, рядом с прудом, чтобы усовершенствовать силу таблетки. Вскоре после этого стаи пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей вернулись, прежде чем объединиться, чтобы сформировать массивное золотое облако над прудом. Хань Ли открыл глаза, огляделся и обнаружил, что все пространство превратилось в унылую и бесплодную пустыню. Однако при огромном изобилии духовной ци здесь вся зелень вернется через несколько сотен лет. При этом, скорее всего, потребуется десятки тысяч лет, прежде чем здешние растения смогут восстановить свою духовную силу до прежнего уровня. Поглотив столько духовной силы, золотые панцири пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, казалось, стали ярче, чем раньше. Более того, они, несомненно, получат еще больше пользы, если продолжат очищать всю поглощенную ими духовную силу. Вместо того, чтобы сразу отозвать рой жуков, он прикинул, сколько еще сможет продержаться его духовное чутье, а также сколько еще времени он сможет провести в этом пространстве. Установив эти два параметра, он приказал стае жуков нырнуть в пруд. После этого Хань Ли не продолжал совершенствовать пилюлю духовной пустоты. Вместо этого он бросил взгляд на пруд с задумчивым выражением лица. Через несколько мгновений он внезапно поднял руку, чтобы призвать желтую тыкву среди вспышки желтого света. Хань Ли осторожно махнул тыквой в сторону серебряного пруда, и тыква мгновенно резко увеличилась до размера более чем 10 футов в высоту. Затем Хань Ли подбросил тыкву в воздух, создавая ручную печать, а затем указал на нее пальцем. Всплеск черно-белой ци немедленно вырвался из тыквы, прежде чем устремиться к пруду. Сразу после этого столб серебряной воды был поднят вверх, прежде чем с безошибочной точностью втянуться в гигантскую тыкву. Ему вдруг пришла в голову мысль сохранить часть воды в пруду и взять ее с собой. Что касается того, делал ли кто-нибудь то же самое до него, это было известно только небесам. Хань Ли стоял на месте, сцепив руки за спиной, бесстрастно оценивая воду, стекающую в тыкву. Через некоторое время он внезапно направил рукав к гигантской тыкве, выпустив лазурную печать заклинания, которая мгновенно исчезла в тыкве. Тыква вздрогнула, и испускаемая ею черно-белая ци внезапно исчезла, после чего сама тыква быстро уменьшилась до своего первоначального размера. Хань Ли снова взял тыкву в свои руки, и выражение его лица сразу же помрачнело, когда он осмотрел ее содержимое своим духовным чутьем. Он опрокинул тыкву, и из нее потекла чистая вода, полностью лишённая духовной ци. Увидев это, на его лице появилась кривая улыбка. Казалось, что в пруду очищения духа было что-то особенное, что позволяло воде в нем сохранять свою духовную ци. Несмотря на то, что он был немного разочарован этим, он ожидал такого исхода.
Таким образом, он начал медленно ходить вокруг пруда, пытаясь что-то выведать путем осмотра. На берегах пруда были какие-то естественные узоры, которые напоминали какие-то руны или какой-то загадочный древний текст. Конечно, в то же время Хань Ли следил за тем, как долго он оставался в этом пространстве, и планировал уйти, как только наступит трехдневная отметка. Он не знал, надежен ли трехдневный срок, о котором ему говорила Баахуа, но он определенно не хотел это проверять. Время медленно шло, и ауры всех существ, которых Хан Ли выпустил в пруд, неуклонно становились все мощнее, что ясно указывало на то, что они извлекали огромную пользу из этого опыта. Из-за нехватки времени они не смогли пройти полную трансформацию, как Хан Ли, но для них это все равно была исключительная возможность. Примерно через полдня Хань Ли отвел взгляд от пруда и пробормотал себе под нос в несколько отчаянной манере. «Пора уходить. Какая жалость. Если бы я мог остаться здесь примерно на месяц, возможно, я бы был в состоянии выяснить некоторые вещи». После этого он издал протяжный крик, и пруд пришел в бешенство, когда появились несколько фигур, а за ними последовал рой из десятков тысяч пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, которые в мгновение ока собрались в золотое облако. Хань Ли махнул рукой в их сторону, и леопардовый зверь Кирин и духовное тело влетели обратно в его рукав. Однако, когда он бросил взгляд на золотое облако жуков и пруд внизу, он внезапно поднял бровь, прежде чем приказать жукам снова погрузиться в пруд. Хань Ли смотрел на пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей с равнодушным выражением в глазах, которое затем быстро сменилось удивлением. Глава 2110. Два флакона. Поверхность пруда быстро опускалась со скоростью, заметной невооруженным глазом, а его глубина в мгновение ИК уменьшилась примерно на 10 футов. В этом случае, вместо того, чтобы просто купаться в пруду для очищения духа, пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели также пили воду из пруда. Увидев, что воду из пруда нельзя забрать, Хань Ли решил попытаться заставить своих пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей напиться. Конечно, он осмелился принять это решение только потому, что взрослые пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели могли поглотить практически все и были почти неуязвимы. Он бы не осмелился пойти на такой же риск с леопардовым зверем Кирином или телом духа, поскольку кто знает, какие последствия могут возникнуть в результате прямого употребления воды в пруду. Конечно, не будет сюрпризом увидеть, как нормальные живые существа самоподорвутся от попытки сделать что-то подобное. Таким образом, Хань Ли стоял рядом с прудом, глядя, как его поверхность опускалась все ниже и ниже. Как только пруд достиг глубины около 60 футов, произошло нечто странное. Пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели по-прежнему безрассудно глотали воду, но поверхность пруда не опускалась ниже. Используя свое духовное чутье, Хань Ли мог почувствовать, что все его жуки действительно все еще поглощают воду, поэтому это, естественно, очень удивило его. Его брови слегка нахмурились, когда он посмотрел в небо, а затем подумал о том, как мало времени у него осталось, прежде чем принять решение и нырнуть в пруд полосой лазурного света. Из-за резкого падения глубины пруда давление в нем значительно снизилось, что позволило ему легко добраться до дна пруда. Он бросил взгляд вниз и почти сразу увидел несколько неясных каменных плит, выступивших из слоя мелкого белого песка на дне пруда. Эти каменные плиты имели узоры на поверхности, похожие на узоры на стенках пруда, и они не были однородными, что указывало на то, что это были узоры, сформированные естественным путем. Потому, как были расположены каменные плиты, было видно, что узоры на их поверхности образовали слегка поврежденную формацию. Формация была всего около 10 футов в размере, а в ее центре была дыра размером с кулак, из которой выливалась серебристая жидкость, идентичная воде в пруду. Хань Ли был в восторге, увидев это, так как знал, что это был источник, казалось бы, бесконечного запаса воды в пруду. Казалось, в дыре было какое-то сокровище, из которого непрерывно выкачивалась спиртовая жидкость, и Хань Ли немедленно сделал хватательное движение, чтобы призвать лазурный длинный меч, прежде чем ударить им по направлению к дыре. Раздался оглушительный грохот, когда над формацией появился плотный пятицветный световой барьер, и лазурный длинный меч был отбит. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он открыл рот, чтобы выпустить шар серебряного пламени, но это воздействие также было легко отражено. После краткого размышления Хань Ли сделал ручную печать, и сотни пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей в пруду немедленно устремились к небольшому формированию. Через несколько мгновений снова появился пятицветный световой барьер, и жуки тут же в бешенстве начали его пожирать. С устрашающей пожирающей мощью пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей ограничение было бы полностью устранено в считанные мгновения. Однако, как только на лице Хань Ли появилась улыбка, он резко напрягся. Он обнаружил, что жуки не могли оставить ни единого следа на пятицветном световом барьере, это было слишком мощно для них. Хань Ли был ошеломлен, увидев это, и, на мгновение обдумав ситуацию, поднял руку, чтобы рассеять взрослых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, а затем приказал 13 жукам занять их место.
В этом случае пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели смогли нанести глубокие раны световому барьеру, и Хань Ли вздохнул с облегчением, увидев это. Если бы световой барьер был непроницаем даже для его пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, то он действительно был бы в полной растерянности. Однако быстро возникла другая проблема. Хань Ли обнаружил, что, несмотря на то, что на световом барьере быстро появлялись раны, они мгновенно закрывались среди слабых вспышек света. Пятицветный световой барьер был не только чрезвычайно стойким, но и обладал невероятными регенеративными способностями. Хань Ли был действительно ошеломлен, увидев это. Если бы у него было немного времени, он мог бы выставить несколько формирований, чтобы постепенно ослабить это ограничение, но времени просто не оставалось. Он должен был либо полностью отказаться от этого плана, либо сделать последний бросок и обратиться к своему мечу удара глубокого небесного духа. Не было никакого способа, чтобы пятицветный световой барьер смог противостоять силе его мечу удара глубокого небесного духа, и если бы действительно было сокровище в дыре, которое создавало жидкость в пруду, его ценность была бы совершенно невообразимой. Внезапно Хань Ли вспомнил, что после того, как он покинет это пространство, ему снова придется столкнуться с двумя дьявольскими патриархами. Если бы он потратил огромное количество энергии, чтобы использовать меч удара глубокого небесного духа, это поставило бы его в очень опасную ситуацию. После долгого обдумывания ситуации Хань Ли наконец принял решение. Да будет так. Какое бы сокровище ни находилось в яме, оно не сможет сравниться с глубоким небесным сокровищем. У меня уже сейчас есть возможность перейти на стадию Великого Вознесения, и как только я совершу прорыв, я смогу по-настоящему контролировать меч удара глубокого небесного духа, поэтому мне не нужно так рисковать. Какая жалость, если бы я обнаружил эту формацию днем раньше, возможно, у меня были бы некоторые практические шансы. Таким образом, Хань Ли взмахнул рукавами по воздуху, и все пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели быстро влетели ему в рукав. Сразу после этого он поднялся из пруда полосой лазурного света, прежде чем полететь в определенном направлении. Без пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, пьющих воду из пруда, его поверхность снова начала медленно подниматься. Наверху появилась череда пятицветных облаков, и на фоне грохота грома начали появляться дуги молний. В этот момент Хань Ли уже подлетел к алтарю, расположенному в одном углу этого пространства, а в центре алтаря было серебряное образование. Это была формация, которую Хань Ли использовал, чтобы войти в это пространство, поэтому он, естественно, должен был использовать ее и для выхода. Однако вместо того, чтобы немедленно войти туда, Хань Ли посмотрел в небо. Он чувствовал, что сила неба и земли свирепо подавляет его. И если бы он ушел позже, возможно, он действительно оказался бы здесь в ловушке, как и предупредила его Баахуа. Слабо вздохнув, Хань Ли вошел в серебряную формацию, прежде чем поднять руку, чтобы снять лазурную печать заклинания, которая мгновенно исчезла в формации. Тут же из формации раздался взрыв жужжания, и белый духовный свет вспыхнул, окутав все тело Хань Ли. Сразу же после этого пространственная сила внутри формации начала сильно колебаться, но как раз в тот момент, когда он собирался телепортироваться прочь, шар зеленого света внезапно вырвался из его груди. Его глаза расширились от шока, когда он протянул руку, как молния, и схватил объект. Однако, прежде чем он успел сделать что-либо еще, он был телепортирован формацией. Между тем, вода в пруду для очищения духа только что вернулась на свою первоначальную глубину, и мерцающий свет исходил от каменных плит на дне озера, скрывая образование. В этом ярком свете из отверстия медленно выплывал маленький желтый пузырек высотой в несколько дюймов. Поверхность флакона была испещрена темно-зелеными узорами, а из его отверстия вытекала серебристая жидкость. После того, как поток воды в пруду прекратился, на его поверхности появилась пара черных глаз размером с горошину, и они осмотрелись, прежде чем в них появилось очеловеченное выражение разочарования. После этого пара глаз исчезла, а маленький пузырек снова погрузился в дыру, а пятицветный свет, испускаемый каменными плитами, также распался в небытие. Что касается дыры в центре каменных плит, то она тоже исчезла, как и пятицветные облака наверху после того, как Хан Ли телепортировался из этого пространства. Таким образом, все пришло в норму. Хань Ли появился в воздухе над определенным местом острова Горького Духа и, осмотрев свое окружение, чтобы убедиться, что вокруг него никого нет. Он поднял руку, доставая небольшой черный кожаный мешочек размером с ладонь. К поверхности мешочка было приклеено несколько золотых и серебряных талисманов. Хань Ли снял талисманы, прежде чем высыпать из мешочка маленький зеленый пузырек. Это было не что иное, как таинственный маленький пузырек, который он использовал для ускорения роста всех своих духовных растений. Он стал внимательно осматривать флакон и обнаружил, что темно-зеленые узоры на его поверхности вспыхивают слабым зеленым светом. Однако свет быстро угасал, и всего через несколько вдохов зеленый свет полностью исчез. Брови Хань Ли нахмурились, в его глазах появился намек на недоумение, но в следующее мгновение он внезапно поднял голову, прежде чем бросить взгляд в определенном направлении. Легким движением запястья он поместил пузырек обратно в кожаный мешочек, и талисманы снова приклеились к мешочку.
Затем он сделал хватательное движение, и кожаный мешочек тут же исчез.